Всем привет! С вами Дина, и я очень рада видеть вас на своем канале «Коллекция рецептов». Сегодня поделюсь с вами рецептом очень удачного сдобного дрожжевого теста для сладкой выпечки, приготовленного безопарным способом. Из этого теста получаются прекрасные пироги, рулеты, плюшки, булочки, ватрушки и пирожки. Для приготовления 2 килограммов теста нам понадобится 1 килограмм муки, пол-литра молока, 100 граммов сливочного масла, 200 граммов сахара, 2-3 яйца, 40 граммов свежих прессованных дрожжей, 1 чайная ложка соли, ванилин или ванильный экстракт и 40 граммов растительного масла. В чашу, в которой будем замешивать тесто, выливаем молоко, подогретое до температуры 37-38 градусов. Добавляем в него свежие прессованные дрожжи. Если будете использовать сухие быстродействующие, то их понадобится в 3 раза меньше. И хорошо перемешивая, растворяем дрожжи в молоке. Высыпаем в чашу соль, сахар, слегка размешанные венчиком яйца, растопленное сливочное масло. Оно должно быть теплым, но не горячим. И поскольку это тесто для сладкой выпечки, добавляем экстракт ванили или ванилин, разведенный в столовой ложке коньяка. Теперь небольшими порциями всыпаем муку и пока масса мягкая, венчиком замешиваем тесто. Как только мешать будет тяжело, продолжаем эту процедуру вручную, постепенно добавляя всю муку. Если вам удобно замешивать в чаше, замешивайте. Если неудобно, переложите тесто на стол, присыпанный мукой, и вымешивайте на столе. Тесто должно получиться мягкое, эластичное, но не забитое. Может показаться, что оно жидковато и хочется добавить муку, но этого не следует делать. Мука у всех разная, поэтому смотрите по своей муке. У меня ушел ровно 1 килограмм. Вымешиваем тесто еще как минимум 5-7 минут, а затем вливаем растительное масло и продолжаем замешивать тесто, пока полностью не вмешаем масло. Тесто получается мягким, эластичным, при этом совершенно не липнет к стенкам посуды. Еще слегка смажем тесто маслом, чтобы предотвратить образование сухой корочки во время подъема. Накрываем чашу пищевой пленкой и отправляем тесто подходить. Я делаю это в духовке, в которой включена только лампочка. При закрытой дверце там создается температура 35-40 градусов, что оптимально для подъема теста. Тесто должно увеличиться в несколько раз. Во многих рецептах дрожжевого теста его 2-3 раза подвергают обминке. Я этого не делаю, так как после каждой обминки дрожжи теряют свою силу. Я даю тесту подойти очень хорошо 1 раз и после первого же подъема приступаю к формовке изделий. Тем временем наше тесто прекрасно подошло. Оно находилось в закрытой духовке 1 час 20 минут при температуре около 40 градусов. Достаем его. Вот теперь посмотрите, как хорошо подошло тесто. И несмотря на то, что я не сделала ни одной обминки, выпечка из такого теста получается совершенно не кислая. Слегка присыпаем стол мукой и выкладываем тесто. Подбираем края к центру и переворачиваем его. Наше сдобное дрожжевое тесто для сладкой выпечки готово. Этого количества теста вам хватит для того, чтобы испечь 30-35 булочек, 35-40 пирожков или ватрушек, а также 2 пирога или 2 рулета. Давайте посмотрим, какое оно на разрезе. Тесто не забитое, пористое, воздушное и легкое. Готовьте на здоровье, пеките с удовольствием, угощайте своих родных и близких домашней выпечкой. А если вам понравилось это тесто, ставьте пальчик вверх. Делитесь этим рецептом с друзьями и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Ссылка на экране и в описании. У меня на канале есть рецепты различной выпечки. Посмотрите их, если вам это интересно. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.